Вопрос, изменивший все, отозвался эхом не только в тихих стенах студии, но и в миллионах сердец по всему миру. В тот вечер Чингук сидел лицом к лицу с Тэхёном. Камеры остановились. Персонал уже разошелся по домам. И все же напряжение между ними было такое, что разбить стекло. С глазами, полными тревоги и замешательства, Чингук наконец осмелился задать вопрос, который никто другой не решался произнести. «Щон, ты действительно уходишь из BTS?» Тэхён не ответил. Он лишь опустил взгляд, медленно выдохнул и улыбнулся, той хрупкой улыбкой, которая скрывает больше боли, чем могут слова. По словам близкого источника внутри HYBE, этот момент изменил все. Речь больше не шла о слухах, речь шла о верности, любви и будущем самих BTS. Действительно ли Тэхён рассматривал возможность ухода из группы, которая сформировала его жизнь? Или его молчание было способом защитить что-то более глубокое, возможно, самих участников? Недели интернет кипел от домыслов. Заголовки кричали на всех платформах: Тэхён покидает BTS, контракт V под вопросом, HYBE отвечает на шокирующие слухи. Но ни одно из этих слов не несло той эмоциональной нагрузки, которая легла на плечи Чингука в тот вечер. Инсайдеры рассказали, что Чингук был беспокойным с тех пор, как появились первые слухи. Он писал Тэхёну, звонил ему несколько раз, даже приезжал к нему домой. Но каждый ответ был коротким, расплывчатым и отстраненным. Поэтому, когда они наконец встретились в репетиционной комнате, Чингук больше не мог сдерживаться. Он задал вопрос, ответы на который боялись миллионы ARMY. И снова молчание Тэхёна сказало больше, чем любые слова. В последующие дни внутри HYBE что-то изменилось. Участники чувствовали, как между ними нарастает дистанция, едва заметная, но несомненная. Намджун пытался разрядить обстановку во время репетиций. Чимин молча наблюдал, часто переводя взгляд на Тэхёна. Джин и Шуга, хоть и были спокойны, как говорят, серьезно поговорили с самим Бан Шихёком. А Бан Шихёк, человек, который их нашел, как сообщается, сказал фразу, от которой у всех побежали мурашки по коже: если Тэхён уйдет, BTS уже никогда не будут прежними. Он был прав. Потому что BTS без Тэхёна не просто потеряют вокалиста, они потеряют свое тепло, свою эмоциональную опору. Так почему же Тэхён молчал? Что могло заставить одного из самых любимых артистов в мире уйти именно тогда, когда фанаты больше всего нуждались в поддержке? Одни говорили об истощении. Тэхён всегда стремился к совершенству: бессонные ночи, бесконечные репетиции и эмоциональное выгорание, которое ни одна камера по-настоящему не запечатлела. Другие считали, что дело было в чем-то более глубоком, внутреннем конфликте. Источники сообщили, что Тэхёну поступало множество предложений сольного творчества, актерские роли, совместные проекты, международные рекламные контракты. Он не планировал уходить, но его тянуло в двух направлениях. И иногда молчание — единственный честный ответ, когда твое сердце разделено. Для Чингука дело было не в славе или расписании. Это было личное. Они были вместе с подростковых лет, сквозь смех, усталость и слезы. Мысль о потере этой связи была невыносимой. Фанаты начали замечать мелочи: неуверенный взгляд во время интервью, изменение выражения лица Чингука, когда его спросили о будущем группы. Для случайных зрителей это было ничто. Но для ARMY это значило все. Затем появились загадочные посты. Черно-белое фото ночного неба. Подпись: «Некоторые вещи пока невозможно объяснить». Это заставило фанатов погружаться в теории: для Чингука? Для участников? Для ARMY? За кулисами Чингук продолжал свои попытки. «Если тебя что-то беспокоит, скажи мне», — мягко сказал он. Но Тэхён лишь улыбнулся и сменил тему. Это был не гнев. Это не было холодностью. Это была печаль, тихая, невидимая и тяжелая. Близкие описывали Тэхёна как глубоко погруженного в себя. Когда он счастлив, вся комната озаряется светом. Когда ему больно, он прячет это за музыкой, за тишиной.
Именно это делало эту тишину такой гнетущей. В конце концов Бан Ши-хёк позвал их обоих на личную встречу. Никто не знает, что именно было сказано, но очевидцы описывали ее как эмоциональную и тяжелую. Как сообщается, Тэхён признался: «Иногда я задаюсь вопросом, справедливо ли оставаться по отношению к участникам KRMY или ко мне». Чингук твердо ответил: «Ты из BTS, Хён. Ты часть нас. Не говори так». Но Тэхён не ответил. Как и в тот вечер в репетиционной комнате, вернулась тишина, тяжелая, душераздирающая и невысказанная. По мере того, как слухи усиливались, фанаты по всему миру затаили дыхание. Каждое появление на публике становилось расследованием. Каждый взгляд, каждый жест – подсказка. А затем Тэхён опубликовал в Инстаграм короткий отрывок песни. Слова проникли прямо в сердце каждого поклонника. «Даже когда я не могу говорить, ты все равно меня слышишь. Даже когда я ухожу, ты все равно ждешь». Фанаты плакали. Неужели это был его способ извиниться? Несколько дней спустя Чингук вышел в эфир в своей студии. Он напевал мелодию, почти идентичную песне Тэхёна, а затем тихо прошептал: «Некоторые вещи не нуждаются в ответах. Просто доверьтесь». Фандом разрыдался. Прошли недели. BTS снова появились вместе. Тэхён в черном, спокойный и отстраненный. Чингук рядом с ним, вежливо улыбаясь, но избегая зрительного контакта. Затем, на секунду, их взгляды встретились. Ни улыбки, ни слов, но понимание. Этот взгляд сказал все: «Я все еще здесь». Позже тем же вечером Чингук написал на Уиверс: «Некоторые ответы приходят не сразу. Иногда молчание – это не прощание, это размышление». Фанаты заполонили комментарии: «Мы подождем с тобой, Чингук. Просто верните его домой». И вот это случилось. Тэхён выложил акустическое выступление под названием «Still With You». «Даже когда я иду один, я слышу твой голос позади себя. Даже когда я не могу говорить, ты все равно понимаешь. Не спрашивай меня, куда я иду, просто знай, что я все еще иду к тебе». Поклонники плакали. Чингук, как сообщается, впервые за несколько недель улыбнулся после просмотра. Несколько дней спустя, во время репетиции, камеры засняли, как Тэхён игриво подталкивает Чингука. Чингук рассмеялся, по-настоящему. Воздух, когда-то тяжелый, снова стал легким. Остальные участники тоже заметили. Чимин захлопал, Намджун улыбнулся, Шуга пробормотал: «Наконец-то». Хэштеги решетка Тикукбэк и решетка Бытс Forever стали трендами по всему миру. Когда позже Тэхёна спросили об этом сложном периоде, он наконец заговорил: «Бывали моменты, когда мы мало разговаривали. Но даже молчание может быть полно любви. Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы увидеть, как много вы значите друг для друга». Чингук улыбнулся рядом с ним. «Он прав», — сказал он. «Настоящим братьям не нужно говорить все вслух». Интервьюер замолчал, потому что момент говорил сам за себя. Тишина, которая когда-то ужасала миллионы, стала символом чего-то другого, роста. Тэхён не покинул BTS. Вместо этого он напомнил миру, что даже самым крепким связям нужно время. Что даже самым ярким звездам нужна тьма, чтобы снова засиять. Ночь, когда Чингук задал этот болезненный вопрос: «Ты действительно уходишь из BTS?» навсегда останется в истории. Не из-за того, что было сказано, а из-за того, чего не было. Потому что иногда самый громкий ответ приходит не от слов, а от решения остаться. И Тэхён остался. Он остался с BTS. Он остался с Чингуком. Он остался с мечтой, в которую верят миллионы. И, возможно, это самый прекрасный поворот. Это молчание, которого когда-то боялись, стало звуком вечной любви. Несколько месяцев спустя, тихой ночью после репетиции, Тэхёна и Чингука видели сидящими вместе на крыше HYBE. Никаких камер, никакого давления, просто две души, смотрящие на сеульский горизонт.
Речь шла не о том, чтобы уйти, как сообщается, тихо сказал Тэхён, а о том, чтобы найти причину остаться. Чингук повернулся к нему, его глаза мерцали под городскими огнями, и прошептал: «Тогда я рад, что ты это сделал». Этот момент не был снят, но очевидцы говорили, что он ощущался как завершение, тихое обещание между братьями. После этого что-то снова изменилось, на этот раз к лучшему. Вернулся смех. Энергия, поддразнивание, тепло, все те мелочи, которые заставляли BTS чувствовать себя как дома. Во время одного из последних публичных мероприятий перед уходом в армию Тэхён оперся на плечо Чингука, пока толпа скандировала их имена. Это было не представление, это было по-настоящему. Простой жест, но он нес в себе годы невысказанных эмоций. Бан Шихёк в одном из последних интервью размышлял о тех бурных неделях. «Иногда, — сказал он, — самые крепкие узы проверяются не конфликтом, а молчанием. Думаю, именно молчание их и спасло». Его слова нашли глубокий отклик у поклонников, напомнив всем, что даже мировые иконы остаются людьми, хрупкими, эмоциональными и способными сломаться, но при этом выбрать путь исцеления. Пока BTS продолжают свой путь, кто-то в армии, кто-то исследует сольный путь, связь между Тэхёном и Чингуком остается символом стойкости. Напоминанием о том, что настоящая связь не ослабевает с расстоянием или временем. Она развивается, крепнет и выживает. И, возможно, это то тихое послание, которое они оба хотели донести до мира, куда бы ни привела их жизнь, сколько бы слухов ни возникало и не исчезала, их история BTS, далека от завершения. Она все еще пишется, в тишине, в музыке и в любви, которая никогда не покидает их.